Я желаю вам доброго утра, но что это значит на самом деле? Пусть ваш день не будет хорошим. Пусть это будет важный день. Последнее слово. The Last Word. Американский комедийно-драматический фильм 2017 года режиссера Марка Пеллингтона по сценарию Стюарта Росса Финка. В главных ролях снялись Аманда Сейфрид и Ширли Маклейн. Премьера фильма «Последнее слово» состоялась на кинофестивале Санданс 24 января 2017 года. Фильм был выпущен в прокат 3 марта 2017 года компанией Блейкер-стрит. Сюжет повествует об успешной бизнес-леди Гарриет Лоулер. Она настолько несносна, что ее уволили из собственного рекламного агентства, а муж и дочь не желают с ней общаться. Всеми командует, всем распоряжается, всех раздражает. Очередным одиноким вечером она запивает вином 4 таблетки сильного снотворного. Ее откачивают. За следующим одиноким ужином она решает это повторить, но случайно проливает бокал вина. Достав газету, Гарриет промакивает пролитый напиток и замечает на странице некролог. Он посвящен учительнице, светлой и доброй женщине, сильно повлиявшей на жизни других. Множество людей выражают ей любовь и уважение. Гарриет задумывается, что напишут о ней, каким будет ее некролог. Срабатывает привычка Гарриет все в своей жизни контролировать, и она решает позаботиться и о своем будущем некрологе. Гарриет – успешная деловая женщина, для которой важна каждая деталь. Она прожила большую жизнь, многого добилась и теперь хочет описать все достижения в некрологе, чтобы уйти из этого мира красиво. Текст должен быть идеальным, как она любит. Она спешит в редакцию, знакомится с Энн Шерман, молодой журналисткой, пишущей очерки об ушедших людях, и ставит перед девушкой задачу – написать идеальный некролог о Гарриет Лоулер. Задача оказывается сложнее, чем поначалу виделась Шерман, которая и согласилась на нее исключительно из-за давления босса, издательство которого много лет спонсируется Гарриет. Круг замкнулся. Пообщавшись со всеми знакомыми Гарриет, данные которых она ей предоставила, Энн понимает, что все вокруг ненавидят женщину, а ее жизнь была построена лишь на профессиональных достижениях, и в ней не было места глубоким привязанностям. Журналистка связывается со знакомыми женщины, но никто от гинеколога до бывшего мужа не может сказать о ней ни единого доброго слова. Но, может быть, никогда не поздно это исправить. Врать и придумывать события журналистка не собирается, поэтому вместе с Гарриет они решают создать новые воспоминания, добрые и яркие. Это меняет не только жизнь бизнесвумен, но и будущее Энн. Главную роль в комедийной драме исполнила одна из наиболее известных актрис прошлого века, неподражаемая Ширли Маклейн. Начав с балетной школы и продолжив танцовщицей на сцене Бродвея, Ширли добралась и до кино. За свою долгую карьеру артистке удалось поработать с Альфредом Хичкоком, Фрэнком Синатрой, Одри Хепберн и другими знаменитостями. Маклейн была лауреатом всех престижных кинематографических конкурсов, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Также у нее есть собственная звезда на Голливудской аллее славы. Роль молодой журналистки досталась американской актрисе Аманде Сайфрид. Аманда снималась во многих мелодрамах, как, например, «Письма к Джульетте» и «Дорогой Джон», а также в драматической фантастике «Время» и мюзикле «Отверженные». На съемочной площадке фильма «Последнее слово» у Сайфрид завязался роман с другим актером, Томасом Садоски. В марте 2017-го пара поженилась, и в том же году у них родилась дочь. Фильм «Последнее слово» 2017 года держится на 3 столпах. Блестящие актрисы Ширли Маклейн и Аманда Сайфрид, приятное оформление и ключевая идея. Под теплое звучание виниловых пластинок героини беседуют о смысле жизни, риске, страхах, желаниях и ошибках. По мере развития действия первоначальное мнение по поводу Гарриет может перевернуться с ног на голову, и тут ты вдруг осознаешь, что все ее отношение к другим людям обусловлено тем, как ранее с ней самой обходились. Когда Шерман спрашивает знакомых Лоулер, словно из другой жизни, то складывается мозаика из интеллекта, образованности и честности Гарриет. И Ширли Маклейн все это виртуозно отыгрывает. Показательно обращение Гарриет к своим радиослушателям. Это Гарриет Лоулер, и я желаю вам доброго утра.
Но что это значит на самом деле? Пожалуйста, не проводите день хорошо. Вы будете несчастны. Пусть у вас будет день, который имеет значение. Пусть этот день будет откровенным, честным. Вот мысль, которую я хочу, чтобы вы помнили. Пока вы делаете домашнюю работу, работу по дому, работу за рулем, рабочую работу, любую работу, пусть этот день будет наполнен смыслом. А я сейчас буду слушать музыку и пытаться наполнить смыслом это утро для себя. Да-да, в свои годы она не побоялась делать то, что ей нравится, и устроилась диджеем на радиостанцию. Всем бы нам такое бесстрашие. Фильм «Последнее слово» красиво и громко рассказывает историю трех главных героинь – Гарриет, Энн и девочки Бренда из приюта. Каждая из них имеет свои позиции, свой жизненный опыт, но транслирует их абсолютно по-разному. Фильм рассказывает о том, как люди могут научить друг друга, поддержать и направить. Гарриет и Энн помогли друг другу измениться. Гарриет помогла Энн обрести уверенность в себе, научила придавать смысл каждому дню и делать в жизни то, что действительно для нее важно. Энн, в свою очередь, помогла Гарриет завершить дела, наладить отношения с семьей и установить перемирие с реальностью. Диалог героинь. Я боюсь сделать ошибку. Нет, ты не создаешь ошибки. Ошибки создают тебя. Ошибки делают тебя умнее. Они делают тебя сильнее и увереннее. Падай лицом вниз. Ошибайся. Проваливайся с треском. Когда ошибаешься, ты учишься. Когда ошибаешься, ты живешь. Живите и вы. Живите ярко и не бойтесь ошибаться. И помните, что лишь от вас зависит, каким будет ваше последнее слово. Все, что я на самом деле хотела сказать, что она не будет забыта. Это лучшее, на что любой из нас может надеяться, что нас не забудут.